Живая торговля по сигналам системы Cluster Trader. Показываю, как я торгую, как действую на рынке каждый день, как с трейдерами онлайн, так и самостоятельно, когда у меня нет закрытого чата. И сегодня все подробности того, как торговать и зарабатывать, что нужно делать, что нужно знать, потому что помимо своих сигналов я вам буду показывать фишки, приемы, которые объединяют сознание, модель поведения большинства успешных зарабатывающих трейдеров. Сегодня мы об этом с вами будем не только говорить, но и будем действовать в соответствии с этим постулатом. NASDAQ, нефть, WTI, золото. Три моих любимых инструмента. Но определенно вы можете использовать все те же самые сигналы на любых других рынках, все те же принципы, приемы. На любых таймфреймах я торгую на минутных только графиках и торгую только интрадей. Определенно, еще раз подчеркну, всю эту методологию, всю эту схему можно применять на таймфреймах часовых H1, H4, Daily. Потому что когда я создавал свои системы, одна из моих задач была это торговать любой рынок, любой таймфрейм и любой абсолютно инструмент. Я начинаю свою торговлю с 4 Москвы. Вот мы видим сейчас около без 15:05 уже. 45 минут прошло, но пока не было никаких существенных движений. А если нет движений, то, как правило, нет сигналов. Видим, инструменты мои стоят. Как только будет возникать ситуация, да, либо сигнал, я буду останавливаться и подробно рассказывать, будучи в позиции, как управляю сделками. То есть это чисто живой тренинг, я не буду грузить вас сегодня там психологии, как прям вот копать эту тему, потому что чуть ли не каждое видео на моем канале об этом, о психологии, о том, как вести себя. А сегодня больше такой практический тренинг и возможность поделиться с вами тем, как работает моя система, сигналы. Надеюсь, что мы сделаем деньги сегодня. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Ничего не происходит пока. И это очень важный момент для интрадейщика. Если ты не умеешь сидеть на заднице ровно, то это обычно стоит очень дорого. Когда я был сливающим, активно сливающим трейдером, первое, что я делал, когда ничего нет, мне скучно было, мне надо было что-то вот нажимать. Я начинал анализировать, там Фибоначчи трогал, линии, рисовал так, крутил график, переходил на разные таймфреймы. Что-то там это, и у меня уже какие-то идеи появлялись, куда рынок может пойти. А он не ходит, а у меня какие-то идеи. Да. То есть на пустом месте. То есть сам себе создаешь сделку, сам входишь в эту сделку, сам разочаровываешься. Да. Вот. И это время просто можно провести, глядя на то, что вот делает рынок, просто ждать. Ну, уходить тоже не стоит, потому что в любой момент движения может быть. Ведь если ты торгуешь в одно время, то будь добр в это время у экрана быть. И в моем случае, как я уже говорил в начале, это с 4 до 8 вечера по Москве, и у меня звенит алерт, и кажется, мы взяли первый тейк сегодня по WTI. Давайте посмотрим. Давайте. Да, я взял первый профит по WTI. Давайте не на этот график, а вот на этот. Это не моя покупка, это покупка моего робота, который торгует один из топовых, надо сказать, моих сигналов, ротацию пара. И вот здесь интересно, давайте разберем вот эту ситуацию, ведь здесь... Давайте чуть левее посмотрим. Здесь произошли следующие события. Мы до этого... Давайте вот так сделаем. Давайте посмотрим в течение дня, что происходило. В течение дня мы наблюдали консолидацию.
Да, диапазон между 48 600, это W, нефть, не бренд, W, американская нефть, и 48 300 диапазон, 30 пунктов, 30 центов. Очень узкий диапазон. Что еще мы видим на графике? Помимо вот этого самого факта события, факта входа в сделку вот здесь, что мы еще видим на графике? Мы видим, что рынок после того, как коснулся вот этой нашей поддержки, внимание сюда, вот где я держу курсор, сделал локально новый максимум, более высокий минимум. Новый максимум, более высокий минимум. Новый максимум, более высокий минимум. Новый максимум, и мы протестировали очень сильную зону, 30-минутную зону. Посмотрите сюда. Красная горизонтальная вот эта область, прямоугольник. Мы протестировали 30-минутку. Отбились, но тоже сделали более высокий минимум. Да или нет, да или нет, да. Затем мы смотрим вниз на тренд-фильтр какой зеленый. Если тренд-фильтр зеленый и цена делает более высокие минимумы и более высокий максимум, о чем это мне говорит? Сразу ассоциация, что всплывает? Вероятно, мы можем увидеть тренд. Вероятно. А что будет ключевым критерием? Это паттерн, сигнал на вход в рынок. И здесь мы видим одновременно два условия сформировались вот на этой сигнальной свече. Мой вход был здесь, потому что спред. Да, плюс спред, вход здесь. Одновременно мы пробили вот этот уровень, буквально какой-то один пункт, может быть, незначительно, и белый бар. Первый белый бар после черного. И первый белый бар после начала бычьего тренда. Хочу обратить ваше внимание на это очень важно. Вот здесь впервые тренд-фильтр стал зеленым. Да или нет, да или нет, да или нет. Абсолютно. За нашу сессию имеется в виду. Да. Здесь впервые был белый бар после черного, после того, как тренд-фильтр стал зеленым. Да или нет, да или нет, да или нет, да. Я к чему это? К тому, что когда у вас есть, когда вы формируете все правила, они должны отвечать на вопрос да или нет, чтобы не было вот этого пространства, как я раньше, когда был страдающим, и многие сейчас стали маневрировать. Как я ощущаю, как мне нравится, так я и делаю. Да? Ну, что за дичь? Да. Очень важно. И это язык программирования. То есть ты роботу не можешь сказать, ну, покупай, когда хочешь, продавай так. Нет. Если первый белый бар после черного, и мы пробили уровень, то покупай. Если я открою настройки робота, вы увидите, что он торгует пробой 30-минутного уровня. М30, пробой уровня True, да. С какого таймфрейма? С М30. И вот здесь, на этом баре, это все произошло. И, конечно, его интересует белый бар. Это произошло в моменте. Резкое изменение контекста. Два условия в моменте. И еще предварительно мы видели наш тренд-фильтр. Да, контекст. Что делает рынок, исходя из структуры? Структура первична, потому что вот этот тренд-фильтр строится на основе структуры новый максимум. Вот здесь. Открою, покажу. Вот уровни. Таймфрейм фильтр — это уровни. Все. Уровни. И что произошло сейчас? Робот купил. Я взял первый скальп. 20 пунктов. Быстро, в моменте. 200 пунктов. Да, 20 центов. Сейчас рынок пришел к следующему моему уровню сопротивления 49. Ровно круглая цифра. Это уровень Range Trader. Range Trader — это уровни, которые я для себя нашел рабочими внутри дня, будь то в американскую, да, точнее в первую очередь в американскую сессию, но некоторые наши трейдеры используют и в Европу их. Соответственно, я могу здесь закрыть и взять все про. У нас звенит еще. Нас приглашают посмотреть на золото. А мы не отказываемся. Мы принимаем приглашение и смотрим на золото. И мы видим сигнал на sell. Какой сигнал? Ротация бара, тот же самый, что был по золоту, точнее по WT. Давайте посмотрим, достигли мы первого тейка, дойдем ли мы до первого тейка. Дошли до первого тейка, посмотрите, тикнули первый тейк буквально. За 1 минуту мы с вами взяли 350 пунктов, и это, напомню, в режиме реального времени. Да. И вот эти сделки меня интересуют, когда рынок спит, потом появляется сигнал, бум! Это может немножко выглядеть так, ну как-то слишком заманчиво, с одной стороны, да? Ну, какой подвох есть?
Вот, ну, у скептиков, бесспорно. Но ведь одна из проблем скептиков — это недоверие ко всему происходящему. И отсюда недоверие к тому, что ты сам делаешь, к своим собственным действиям, к своим собственным сигналам системе. А единственный способ зарабатывать — доверять. Да? Если я каждый раз буду делать то, что я думаю или чувствую, это вряд ли будет эффективно. Потому что это будет постоянно разное, потому что я чувствую и думаю постоянно все постоянно разное. Да? Это зависит от моего эмоционального состояния, от других каких-то факторов и так далее. И один из лучших способов уйти от этого — автоматизировать. Как? Создать роботы, либо создать просто правила, которые тебе говорят, если черный бар появился, мы перед этим пробили уровень sell. Давайте я сейчас открою установку и покажу вам. Сейчас мы перейдем на нефть. Вот смотрите, я нажимаю уровни true. Вот здесь 5-минутный уровень. Вот сюда. Как вход-то состоялся? Вы удивитесь, насколько простой сигнал. Пробой уровня. Да или нет, да или нет, да или нет, да. Мы пробили уровень, да. С 5-минутки, да, я навожу мышкой, вижу поддержка М5. Пробито, да. Что значит пробито? Закрыто телом ниже. Точнее, цена закрылась телом ниже. Да или нет, да или нет, да. Потом, первый черный бар после белого. Когда был? Здесь. После пробоя уровня, первый черный бар после белого. Сейчас мы пришли к поддержке тестим, я могу сказать, окей, я закрою часть здесь. А точнее, не закрою часть, закрою оставшуюся часть. Но если он полетит, что тогда я буду делать? Сожалеть. Я уже взял первый профит за минуту 35 пункт, 350. Пойдет дальше, еще сделаю. Не пойдет дальше. Ну, окей, может быть, по нулям выйду к этому времени. Мой трейлинг стоп, иначе говоря, стоп второй позиции будет двигаться по вот этой пунктирной линии. Красная — это линия волатильности, линия ATR трейлинг, да, по которой движется мой стоп. Вот и все. Давайте вернемся к золоту, точнее, к черному золоту, WTI. И здесь та же самая история. Я взял быстро первый тейк 20 пунктов. Трейлинг, видите, где? 102 позиции уже плюс 70. Почему? Потому что он двигается по этой линии волатильности. Линия волатильности находится на удалении 3,2 ATR. 3,2 ATR плюс 30 пунктов. Это означает еще от вот этой линии 30 пунктов, да, плюс-минус вниз. Да, ну, в данном случае минус, да, 30 пунктов минус вниз. Мой второй тейк находится в районе 49300. 49300 мой второй тейк по WTI. Если мы не дойдем класса, мы все равно сделаем деньги. Если рынок скорректируется, будет сигнал, робот снова купит. Почему? Потому что робот торгует до полвосьмого Москвы. До полвосьмого Москвы торгует. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Пока остаемся в позиции по золоту, хотя мы видим, цена подходит к нашему трейлинг стопу по второй части. Мы в хорошем профите по WTI. Мы купили нефть 48,60 с копейками. Взяли первый тейк. Давайте сделаем проще. Перейдем на рабочий график вот здесь, да, взяли первый тейк, вот он здесь, почти 20 тиков, да, 20 пунктов как раз. И по второй части мы уже в плюсе 24, и можем еще добавить, да, если нефть будет расти. До тейка мы еще не дошли, да, поэтому наш профит в любом случае увеличивается, либо может быть максимальным. Максимальный 65. И здесь же у меня уровень сопротивления. До этого мы тестировали мой уровень сопротивления, отбились. Новый хай. Да, сейчас можем снова вернуться и посмотреть, у нас ни одного, ну кроме вот этого чередования, ни одного черного бара не было. Это говорит о силе тренда, силе моментума. Так что ждем, посмотрим, что будет. Мы уже здесь видели TC-Sell. Вот здесь. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир, обновляем информацию. Мы взяли еще 25 пунктов 24, точнее, пункта по WTI.
по второй части, того 45 пунктов профита. Мы по-прежнему сидим в позиции по золоту. Давайте, кстати, быстренько сюда, потому что здесь у нас... Я закрываю позицию по золоту. Еще делаем плюс 70... Почти 70 пунктов, да, 68. Если здесь будет TC Buy, я могу агрессивно открыть лонг. А почему агрессивно? Потому что без паттерна, тест уровня стрелочный здесь только. Давайте посмотрим. Переходим к NASDAQ. Что у нас здесь? NASDAQ падает. Пока ничего. Чистый моментум. Я не вижу стрелочного на покупку по золоту. Пока нет. Я жду покупку по WTI нефть. Давайте к NASDAQ. Здесь интересная история. У нас был импульс вниз. Раз. Возьмем отсюда сюда. Бум. Потом импульс 2. Если будет 3, и мы придем вот к этому минимуму, если я не ошибаюсь, это минимум сегодняшнего дня утренний. Поставим горизонтальную линию. Здесь же мы видим 30-минутный уровень поддержки 12723. Любой тест этого уровня buy. Ну, при стрелке. То есть TC buy на поддержке, TC buy на поддержке. Отличное место для длинной сделки. Может ли рынок не дойти? Конечно, мы можем отсюда легко улететь наверх, но нас это не интересует. Да. Золото пробило уровень незначительно. Ага. И тут твое сердце начинает биться тревожно. И начинаются мысли, зачем я закрыл здесь. У меня был тейк 200 пунктов. Вдруг сейчас пойдет. И когда цена идет обратно, тебе легче. То есть ощущайте, и даже не сколько ощущайте, а понимайте эти эмоции. И просто принимайте их, потому что это нормально. Мы все стремимся от боли к удовольствию. Боль — это что? Лоссы и упущенная прибыль. Удовольствие — что? Это профит и неполученные лоссы. Все. И когда вы это осознаете и принимаете, смотрите на это со стороны, то окей. Но когда это начинает управлять вами и за вас решать, как действовать, вот тогда все плохо. И я прекрасно понимаю, что рынок может пойти вниз дальше и достигнуть моего второго тейка, но я взял неплохие деньги. 350 здесь, округлим 650 здесь, итого 100 пунктов, 1000 пунктов, один лот $1000, класс. За неполный час, даже меньше, какой час? 40 минут. Класс. Да. Мой объем не один лот, здесь чуть поменьше, но тем не менее. Мы ждем NASDAQ. И не все так было плохо по WTI. Купили здесь 23, да, точнее, 20 пунктов, да, и 23 здесь. А итого, ну, суммарно 150 пунктов мы взяли за какие-то 40 минут. Да. Но опять же таки, посмотрите, что было в начале, какой рынок был сонный. Когда я только начинал записывать. И тут волатильность пришла. Помните, как только рынки волатильны, сразу появляются большие возможности и сразу увеличится вероятность того, что вы сделаете деньги. Но если ты активничаешь в сонном рынке, все, ты пропал. Вот у меня бывают такие периоды, я не говорю, что я идеально торгую, когда я слишком активен. Вот рынок спит, а я пытаюсь найти там сделку, трясу его. Ты трясешь просто пустое дерево, на котором уже нет плодов, они еще не выросли, они еще не готовы падать. Да, ты его все трясешь. Скорее всего, на тебя какие-нибудь там муравьи будут падать, если только, да, которые тебя будут раздражать. Вот, но вряд ли на тебя будут падать спелые яблоки, профиты. Поэтому здесь очень важно это понимать. Да? И когда я вот говорю, иногда так меня заклинивает, я это вовремя не останавливаю, этот процесс, это ведет к переторговке, и какие-то, да, профиты я могу отыграть. Но если вовремя включиться, этого можно избежать. То есть постоянная осознанность, открытость. Да? И, конечно, еще раз я об этом уже говорил, понимание сильных и слабых сторон своей системы или своего сигнала, например, стрелочный, вот этот, он потрясающе работает во флете. Вот как только флетит, все, для него идеальный условие sell, buy и так далее. Как только тренд, он слабее. У нас TC buy, покупаем. Да? Как только тренд, он слабее, этот сигнал. Да? Ну, не считая вот этого сигнала, который с трендом.
Да? То есть я имею в виду вот эти сигналы, они слабее, потому что тренд усиливается, и мы будем видеть sell против бычьего тренда. Нам это не надо. Мы не пытаемся здесь селить или здесь селить, разве что агрессивно со слабой вершиной. Если мы здесь продаем, наш стоп обычно 18-20 пунктов. Определенно нас здесь не вынесло. Здесь мы еще можем сделать дополнительно 20 пунктов профита по WTI. Да. Контртренд на откате к ценности, потому что если торгуешь против тренда, ты не торгуешь на разворот. Ты торгуешь на откат куда? К ценности. К ценности. Что у нас ценность? Предыдущий уровень. Да, предыдущая структура. Вот здесь по WTI мы отмечали 48 700. Смотрим налево. Смотрим налево. Что слева? Предыдущая структура. Пришли, тестим ее. Сопротивление пробили как поддержку. Что мы видим на этой поддержке? TC Buy. Да? Если рынок будет расти и придет вот сюда, 49 ровно плюс-минус, ну, отсюда я могу отнять спреда, то есть где-то сюда. Я закрою первую часть, не дожидаясь срабатывания вот этого тейка. Почему? Потому что здесь структура. Поэтому, когда мы торгуем контртренд, всегда помните, что мы торгуем на откат к ценности, никакой там не разворот. Потому что, чтобы, я уже говорил, и с трейдерами мы это обсуждали неоднократно. Чтобы разворот случился, должно пройти очень много времени. Рынку нужно потоптаться, почесаться, подумать, покрутиться, а потом начинается обратное движение. А так, чтобы ты продал или купил против тренда, и он повалился, но это редкий случай. То же самое sell здесь или sell здесь. Мы видим, рынок упал, но куда? К ценности. Поэтому, если ты здесь продаешь, ты ждешь сюда, чтобы взять деньги. Но ты не ждешь, что он сейчас развернется и вдруг тренд сменится. Вот это очень важно вот здесь понимать. А потому что разворотов как таковых не существует. Существует либо откаты ценности, либо смена тренда. Да? Ну, а мы говорим, это разворот. Но разворот случается когда? Когда рынок вот так постоял, хреново тучу времени вчерашний день постоял, сегодня весь день, и тогда ускорился. То есть ему нужно какое-то топливо, и вот здесь он набирает топливо для ускорения. Мы ждем идеальный наш TC Buy сигнал на поддержке. Есть еще один фильтр хороший этого сигнала. Паттерн. Я могу дождаться паттерна. Здесь у нас слабая вершина SV, слабое дно. Да, потому что здесь всего два условия. Уровень стрелочный вот здесь. Уровень P поддержки стрелочный. Смотрю, вниз тренд-фильтр зеленый. У нас большие шансы сделать еще профиты. Но я не знаю. Это может быть и лосс легко. Не надо придавать этому сильно большое значение, иначе разочаруешься, потому что слишком возвысил эту ситуацию у себя в голове. Понадеялся на нее слишком сильно. Бывает, корявые кривые сделки приносят больше профитов, чем сделки, которые идеальны, как вот это. Это такая же сделка, как вот этот buy, да, или как может быть вот этот sell, или как этот sell. Просто они в разных условиях ситуации и по разным сигналам. Давайте возвращаться и смотреть, что происходит. Золото, кстати, как отбилось от уровня поддержки. К NASDAQ, быстренько к NASDAQ, быстро к NASDAQ. Очень весело у нас сегодня. Быстренько к NASDAQ идем. NASDAQ в нашей зоне, которую мы отметили. Ждем здесь сигнал на покупку. Мы завершаем раз, два, три. Это не обязательно, но это будет плюсом. Кстати, мы нырнули прямо в наш котел, в нашу зону поддержки. Мы ждем более высокой цены закрытия, либо, может быть, здесь будет сложное слабое дно. Чтобы оно было, нам нужно закрыться выше пунктирной белой линии, которую я сейчас поставил, 12730. Если это произойдет, сразу лонг. Сразу лонгуем. Лонгуем и потом лонгуем, чтобы сделать профит. Это контртренд. Я торгую на возврат к ценности. Где моя ценность? Вот здесь. 12759. То есть, если здесь куплю, ну, 23 пункта, 25 класс, меня устраивает. Мой стоп, да, в районе 12710. Меня устраивает. Но не будем торопиться. Смотрите, как мы тикнули нашу симметрию. Тикнули наш лоу дня сегодняшнего. Внимание налево. Вижу или нет? Вот он, лоу дня. Можем дождаться белый бар, белую свечу, потому что с момента открытия мы не видели ни одной белой свечи. Это говорит о том, что тренд сильный. Посмотрите на наш тренд-фильтр, он полностью красный. Пока нет сигнала, ждем еще. Давайте к золото пока спит. Нефть подходит к нашему таргету. Посмотрите, что делает NASDAQ. Посмотрите на него, посмотрите на него. Но не стоит отпускать эту сделку. То есть все пробили, блин, все, нет сделки. Не-не-не, ждем.
Сейчас все может быть. Все может быть. У нас еще есть, кстати, уровень поддержки. Возьмем горизонтальную линию, поставим сюда. Это 12607. 697. Ну, возьмем начало этой зоны. S1. Почему нет? Отвалимся, может, и туда придем. То есть будьте более динамичными, потому что рынки меняются. Кстати, что стрелочные мои творят. TC Sell, TC Buy, TC Sell, TC Sell. Контртренды сумасшедшие. Да, но что творится после этого контртренда? Мы идем в этот low. Да, обязательно NASDAQ не останавливается, просто уничтожаю. Просто как важно ждать сигнала здесь, да, кстати, мы были в шаге от покупки, но так и не состоялся сигнал. Да, NASDAQ все, пошел. Давайте посмотрим, что будет напротив этого уровня. Возникает вопрос, а почему я не смотрю на sell? Да потому что пока нет условий для моих продаж. Условия будет, когда рынок начнет корректироваться, я увижу первый белый бар, но ни одного белого бара, все черные. Понимаете? Поэтому я либо смотрю контртренд, либо ничего не делаю, либо жду, когда начнется коррекция, и она сформируется белый бар, был sell, тогда робот продаст. Потому что робот торгует белый и черный бары мои. Мы тестим этот уровень и уровень S1. Это серьезно. Очень серьезно. Все серьезно, трейдеры. Ждем. Мы тестируем эту зону, ждем TC Buy, покупаем, если будет TC Buy. Если я покупаю здесь, где мои тейки, первые тейки здесь, либо чуть выше здесь, буквально 20 пунктов. 1 к 1, можно сказать. И задача первого тейка брать скальп. То есть заходишь, берешь первый тейк, спасибо, до свидания. Да. Либо дальше идет движение, ты еще зарабатываешь за счет второй позиции, либо не идет, и ты там выходишь с небольшим профитом, либо по нулям. Вот философия торговли двумя контрактами. Взять первый скальп, да, успокоиться, уравнять вот это состояние какого-то даже не сколько страха, а неопределенности, уравнять его. То есть сделать первые деньги и остаться во второй части, на случай, если пойдет. Тогда ты не будешь сожалеть. Да если развернется, не расстроишься, что получил убытки. Идем сюда. Мы взяли первые профиты от покупки по TC Buy, вот здесь по WTI. Первый тейк здесь. Я передвинул, поставил сюда к ценности в район 48.90. И сейчас начнется трейлинг стоп. Ждем TC Buy по NASDAQ. Очень активно. Класс. Я обожаю такой. Представьте, где мой трейлинг почти в нуле. Если сейчас нефть взлетит, то мы, возможно, придем к тому тейку, который у нас был от первой покупки вот здесь. Мы купили раз, первый тейк, второй тейк. Мы купили два, прям на низах. Купили прям по лучшей цене. И сейчас мы тестируем вот эту важную зону. Это уровень R1, где мы уже ранее были, нашли сопротивление. И зона волатильности черная линия горизонтальная. Посмотрим, будет ли TC Buy. Может его не быть, здесь рынок улетит легко. Еще раз, контролируйте, держите все под контролем. В первую очередь риски, конечно, но мне не надо думать о рисках, потому что они прописаны в моем советнике. А мне надо думать только о том, действую ли я по правилам или нет. Ключевой вопрос. Это ли в моих правилах так торговать? Да или нет? Каждую сделку. Каждую сделку. Легко просто отступить от правил в моменте. Да, соскочить, скажем так. TC Buy покупаем на поддержке SS3 Buy. Мой первый тейк 12740, может быть даже чуть пониже взять. Почему? Потому что слева есть уровни. И мы ждем профита здесь. Мой стоп второй позиции по WTI без убытки. Посмотрим. Мы ждем Нази. Мы можем вполне прийти протестировать, сформировать двойное дно здесь. Вот так. Это рационально было бы для рынка, но я торгую сейчас агрессивно. Да. На возврат к ценности можем посмотреть, где ценность. Ценность вот здесь. Как раз 12742, где мой тейк чуть пониже. Да, вот уровень здесь я посмотрю 12735, зона тейков. Я поставил свой первый тейк
на 12735, и мы ждем первого тейка. — 18 часов 15 минут, трейдеры. Активная торговля идет почти час. Да. Прям такого сочного трейдинга. Имеется в виду, когда есть движ. Ну, еще где-то, я думаю, 40 минут. Да, максимум я могу торговать. Иногда бывает, просто сидишь, ничего не делаешь. Вот как в начале я просто сидел, ждал активности. И порой я начинаю записывать для вас ролики по пятницам, и рынок стоит, например. И я просто выключаю, и все, и нечего записывать больше. Но вот сегодня все-таки пошло дело, имеется в виду, рынки активизировались. И можно, а то так порой сон и делать нечего. Посмотрите, да, мы как наш трейлинг стоп, то есть мы еще плюс 15 локируемся, наш стоп возле 49 ровно. Мы видим сейчас тест уровня, да, вот здесь. И если я включу свой стрелочный сигнал, давайте это сделаем. Возможно, здесь есть TC Sell. Нет, здесь TC Sell нет. Здесь есть только TC Buy. Посмотрите, TC Sell, бум, TC Buy, бум. Как после стрелки отлетел на 30 пунктов. Сегодняшний внизу TC Buy, TC Buy, TC Sell. Но вот этот самый квалифицированный. Технически просто идеальный сигнал. На тренд-фильтр. Кстати, здесь надо настройки тренд-фильтра поставить. Опять же, это на самом деле не так критично. Немного сглаженные будут настройки. Тренд-фильтр зеленый. Стрелочный зеленый. Если тренд-фильтр зеленый, стрелочный зеленый, цена на поддержке. Лонг. Понятно, да? Очень важно. Если сейчас рынок продавит вниз, давайте посмотрим, дойдем ли мы. Да, все. Я закончил здесь еще плюс 15. Итого 45 по вот этой покупке. Покупка здесь плюс 30, да, по обеим позициям. Класс. Да. Давайте ждать. Может быть, еще будут сигналы, да, в частности, ротация бара. Если бар будет белый, робот купит, и у нас снова шанс зайти в сделку. Ждем белый бар по WTA. Потом подведем итог сегодняшней торговли. Ну, надо сказать, что пятницы традиционно неплохие. Да, пятницы неплохие. Не всегда пятница волатильная, но если она волатильная, она неплохая. Кстати, вы можете также торговать по сигналам системы Cluster Trader, ссылка под этим видео. Не забывайте переходить, ознакомьтесь с вариантами подключения и добро пожаловать в наше профессиональное сообщество. Те же самые сигналы, те же самые паттерны и, конечно, гораздо больше того, что происходит в реальном времени, потому что со вторника по четверг у нас с трейдерами трейдинг. Да, бывают рынки, когда спят, у нас делать немного, либо вообще нет, но когда делать много, очень много информации, которую, ну, так просто вот не придумаешь, потому что, когда видишь ситуацию, ты действуешь, да, и рассказываешь, как ты действуешь, как можно действовать по сигналу, как лучше действовать по сигналу. Когда вы видите, как это работает и отрабатывает, вот тогда уровень уверенности и качества вашего обучения, развития просто в разы, да, в разы. И мы переходим к NASDAQ. У меня звенит алерт по NASDAQ, и мы взяли первый тейк по NASDAQ. TC Buy прям на уровне. Кстати, сегодня мы жгем прям. Сегодня мы жгем. TC Buy. Купили. Лучшая цена. Мы вообще сегодня с вами покупаем, продаем по лучшим ценам. Я жду срабатывания своего трейлинг стопа по NASDAQ. Вот смотрите. Мы купили здесь. Взяли первый тейк здесь. Да, около
около 23 пунктов, плюс-минус. Сейчас, как только закроется этот бар, этот стоп второй позиции перейдет в плюсовую зону, либо около нуля вот здесь. Ну, сейчас мы увидим, где. Либо я могу просто-напросто включить линию трейлинг стопа и увидеть, где это будет. Да. Вот здесь. Вот у меня точка, как раз видите. И вот сюда прыгнет наш трейлинг стоп. Давайте вот так сделаю, чтобы вы видели. Вот стоп у меня стоит 1. Это означает, что всего лишь 1 пункт от этой линии будет. То есть она вплотную. Видите, даже выше. Почему? Потому что еще одна появилась. Видите здесь? То есть прям на уровне. И мы уже тоже здесь опять там 10 пунктов сделали прибыль. И то хорошо. Посмотрим, придет ли NASDAQ в район 12759. Я забыл про золото. Давайте секундочку. Сейчас я уберу здесь. Я уберу стрелочные здесь, чтобы не мешались. Угу. По золоту так и ничего не было. А ну-ка полностью вернем картину происходящего. А у нас по золоту так и не было ни одного сигнала. И мы сегодня вышли действительно по хорошей цене. Еще раз, не стоит сильно так этому, да, там, восхищаться сами собой. Да, скажите, молодец, но не надо избыточно восхищаться. Почему? Потому что смело рынок мог отвалиться ниже, намного ниже. Мы здесь вышли по лучшей цене, ну, на 90% движения мы взяли. Мы продали здесь, вот в этой точке, за минуту взяли 35, потом пришлось подождать полчаса, и через полчаса мы взяли еще 65 плюс-минус пунктов. И это, пожалуй, был лучший вход, лучший выход. Что-то кричит. Ага, давайте сюда. Здесь интересно. Смотрите, что произошло. Робот, торгующий NASDAQ и торгующий сигнал ротации бара, продал. Да? И смотрите, что здесь. У нас был buy, мы по-прежнему в покупке. И наш трейлинг стоп вот-вот сработает, и мы сделаем плюс 8 пунктов, 10, 9, где-то так. Если движение продолжится, мы возьмем первый тейк в районе 12700, но уже по другому сигналу, который называется ротация бара, который трендовый. Контртренд, тренд. Ждем, посмотрим, что будет. Наш тейк прямо на уровне слева. Так, ну что, мы возвращаемся. Возвращаемся в эфир, готовимся увидеть buy-сигнал по WTI. Почему? Потому что белый бар. Мы пробили уровень. Тренд-фильтр вниз, зеленый. Лонг. Но мы покупаем здесь на самых хаях, на абсолютных экстримах последнего времени. Но тем не менее будем ждать, посмотрим. Мы возвращаемся в эфир. Очень долго пришлось ждать после входа на покупку. Вот здесь, по ротации бара, я взял небольшой скальп, 10 пунктов. Мой трейлинг стоп, иначе говоря, стоп второй позиции продолжает сокращаться и составляет 6 пунктов. Посмотрим, да, еще есть шансы на дополнительный профит. Не будем сразу говорить о том, что это нулевой трейд. Кто его знает, да, ставим вертикальную линию вот сюда. То есть это все вертикальные линии, вот эти три, это сигнальные линии, там, где у нас был сигнал. Сейчас у нас 49200. Да, максимальный хай, самый хай всех хаев 49300. Переходим к индексу NASDAQ. Здесь пока пауза. Робот продал здесь. Здесь же мы взяли оставшуюся часть по стрелочному. И по-прежнему ничего не происходит. Мы можем на основе этой информации закрыть часть в нуле. То есть я закрываю пол
контракта, полпозиции. И теперь два варианта, да, либо мы все-таки отвалимся после такой долгой консолидации и, возможно, увидим симметрию. Возможно, я не имею ни малейшего представления, как раз где мой тейк второй позиции стоит. Если же эта динамика продолжится, мы будем стоять, то я сегодня планирую закончить раньше, ну, минут 10-15. Если в течение 10-15 минут не срабатывает стоп, и рынок продолжает находиться в таком состоянии и вообще не идет в нашу сторону, либо хотя бы не пробивает вот этот минимум, я просто закрою по нулям. Да. Ну, потому что так долго ждать. Уже сколько времени? 40, нет, не 40, 30, ну да, почти 40 минут. Посмотрите на этот график золота. Вообще не шевелится. И что интересно, ведь это тоже очень важный момент. Самое большое движение, самый большой моментум, да, самые большие деньги, которые можно было взять по золоту, мы взяли именно вот в этот период, когда и было расширение волатильности. Посмотрите, как рынок в моменте расширился вот здесь, и потом опять насколько сузился. Вот можешь ли ты сделать деньги в таком рынке? Нет, а вот в таком можешь, который чуть-чуть расширяется. Причем у нас был еще один здесь сигнал, помните? Ротация бара. Но робот не продал. Я не продал. Почему? Потому что на тот момент я был в продаже от вот этого шорта, который был вот здесь. То есть sell здесь. Здесь не может открыться сделка, так как я в позиции. Да. Сейчас мы все это дело посчитаем, посмотрим, что у нас по итогам сегодняшней торговли получилось. Может быть, мы добавим профитов, я не знаю. Может быть, не взбесится и прилетит сюда. Посмотрим. Сейчас мы щупаем важную зону сопротивления, мой R2 уровень. NASDAQ тестирует мой трейлинг стоп. Да. Еще раз подходит уже дважды. Даже такая двойная вершина. Так видно вам, да? Поближе немножечко. На самом деле это хороший sell-сигнал. Очень выгодный здесь, в этом месте, в этой точке. Если рынок его увидит, то у нас шансы все-таки небольшие профиты сделать. Посмотрим. Но, честно говоря, я не намерен сегодня долго засиживаться. Вот еще минут 10 будем заканчивать. NASDAQ, точнее NASDAQ, а WTI. По WTI мы пришли к точке ценности. Да, трейлинг стоп здесь наш. Рынок подошел, отбивается. Причем настройки трейлинга мы можем менять. Вместо 14 мы можем поставить, например, период 5. Тоже очень такая солидная настройка для того, чтобы двигать стоп. Либо 14. Можно играть и смотреть, что лучше работает. Мы видим здесь черный бар. Если бар белый, то по идее этот робот может еще купить, потому что он торгует до 16:30 по Москве. Ой, до 19:30. 16:30 это время терминала, да, которое соответствует московским 19:30. То есть сегодня пятница. Мы торгуем ровным счетом так же, как и во все остальные дни, до 7:30. Соответственно, если бы здесь у меня позиции не было на buy, вот тут, который открыл робот, то при белом баре здесь робот купит. Да. Купил бы. Почему? Потому что уже есть позиции, покупки не может быть. То есть, иначе говоря, наращивание, да, мы не предусматриваем в таких ситуациях. Еще очень важно, что вот этот робот, да, вот этот сигнал ротации бара, он создан для трендовой торговли. То есть мы торгуем с тренда в направлении пробоя уровня, проще говоря. Да. Здесь и здесь. Причем здесь мы обновили максимум. Посмотрите. Давайте вот так. Если я поставлю, уберу вот эти вертикальные, поставлю горизонтальную линию, пунктирную белую, вот сюда, вы увидите, что здесь мы обновили, закрылись выше абсолютного экстрима. Аналогично было здесь. Мы пробили вот этот уровень 30 минут еле-еле. Правда, там несколько тиков, но робот это видит. Я это могу не увидеть.
Да, или сказать, да блин, мне не очевидно, мне непонятно. Кажется, они неуверенно пробили. И тут бам, улетает, и такой, надо было входить, ну почему я не вошел? И посмотрите на вот эти тенденции. Тенденция — это что свойственно делать рынку. Рынок дошел до уровня R1, отбился, откатил куда? К ценности. Ценность — это уровни ближайшие. Затем пробили, дошли до R2, откатываем куда? К небольшой вот этой полке. Уровень сопротивления, пробили поддержка, да, и сейчас вернулись снова тестить. Поэтому, когда мы торгуем контртренд, еще раз зафиксируйте, пожалуйста, это себе. Мы торгуем на откат к ценности, не на разворот, к ценности, поэтому тейки короткие всегда должны быть. Зафиксируйте очень важное правило. Если вы решаетесь торговать контртренд, хотите, вам нравится, либо тестируете что-то, тейки короткие, первый тейк, особенно если двумя позициями работаете. Ну что, нефть, будет еще всплеск или нет? NASDAQ опять пришел к точке открытия, да, посмотрите, какой потрясающий был sell-сигнал. Это один из сигналов, которые я буду торговать со следующего года активно. Он известен нашим трейдерам, но я буду активно его применять. Ну, если я в позиции, вот как здесь, да, допустим, какой смысл мне здесь снова продавать, когда я и так в селе сижу? Если рынок развернется, то я просто могу получить намного больше лосс. Если пойдет, ну хорошо, я сделаю деньги. Да, может быть меньше, чем я бы мог сделать, открывая вот здесь полный sell в районе 12734. Ну, смысла нет. Тем более вечер. Я всегда смотрю на мою сделку по отношению к моему времени. Да, потому что кажется, что ну как бы рынок может еще пойти. Но чем еще раз вправо, туда, 7 часов вечера, 7:30, рынки менее склонны к каким-то сильным движениям. Поэтому мне всегда нужно быть внимательным по поводу моих объемов. Если я в одной части позиции сижу, ну и фиг с ним. Буду сидеть. Если усилится, ну хорошо. Нет, я закрою все. Понятно, да? Поэтому если сейчас медведи начнут давить, как они пытались сделать здесь, уже сколько раз. Ну хорошо же. У нас есть зона поддержки 12680. Что за уровень? Давайте посмотрим налево. Что у нас за горизонтальная линия? У нас полка... Это лоу дня сегодняшнего почти. Да, минимум дня. Почему нет? Почему бы здесь не взять тейк? Сколько? Не так много пунктов. 40. Мой тейк стоит вообще на этой поддержке. Хорошо стоит. Еще плюс 40. Да. Нормально. Может быть, будет симметрия, как раз которая заканчивается на моем тейке. Да, импульс вниз, новый лоу. Будем дублировать. Вообще без понятия. Не нужно заниматься прогнозами. Сюда она должна прийти, здесь должна отбиться. Вот эту линию нарисовал, я это жду. На минутке это неэффективно. На часах, да, на 4 часах, да. Но если ты минутный трейдер, это не... тебе нужно зайти четко, быстро взять первые деньги, это минутка. Здесь все большие деньги делаются быстро очень. Большинство хороших сделок, я уже говорил, 10-15 минут, и ты в шоколаде. В профите. В шоколаде не надо. Мы, кстати, подходим очень так неплохо и можем сделать деньги. Да, мы уже в профите плюс 30. Давайте подождем немножко до минимума дня, может дотянем. А может у нас будет двойной выстрел, симметрия, и мы придем к тейку. Мне нравится такая перспектива. Это может быть потрясающее завершение дня. Но и даже если нет, это все равно классно. Да, то, что у нас была волатильность, мы делаем деньги по сигналу. Нет волатильности, мы сидим, либо не получаем сигнала, либо если у нас в одном месте не держится, то теряем деньги. Простая формула. Так, ну что, я забираю все профиты здесь. Не будем ждать, к сожалению, уже 19 часов 15 минут времени по Москве, плюс еще 35 округляем пунктов. Давайте считать, что у нас сегодня получилось. У нас сегодня ни одного лосса. 100% показатель. Такие дни бывают. Это не какое-то редкое явление, но бывает не каждый
не каждый день. Так вот, начнем с WTI нефть. Что у нас здесь? Первый лонг. Самая первая сделка дня. Take Profit 1, 20 пунктов. Вышли по трейлингу. Вот она, пунктирная линия. Да, плюс 23. Ну, давайте 20 округлим. 40. Потом купили здесь на коррекции стрелочный. Совершенно другой тип входа в рынок. Если здесь ты торгуешь в ожидании ускорения движения резкого, вот пробили, улетели, да, там пробили, скорректировались, улетели, то здесь рынок скорректировался, и ты ждешь, да, что он либо сразу пойдет, либо протестирует. То есть это не моментум сигнал, который не обязательно подразумевает резкое ускорение. Но тем не менее, качественный сигнал на поддержке. SS3 Buy, стрелочная сила сигнал номер 1, уровень слева, который мы видели. Давайте перейдем на 5 минут, поставим горизонтальную линию сюда, где у нас был отбой. Поставим сюда. Смотрите, тикнули уровень, да или нет? Да, абсолютно. SS2. Смотрим вниз. Стрелочный по тренду. SS3, кластер 3 Buy. Здесь входим. Берем здесь плюс 15, точнее плюс 10 и плюс 10, да, округляем. 10, 10, там тоже округлили. 20 и 20. Да, итого у нас 60 пунктов. Здесь и берем здесь, ну здесь плюс суммарно плюс, наверное, 10 еще максимум. Да. Итого 70 пунктов. Да, если мы торгуем с вами, сколько мы поторговали? 70 пунктов за 120, за 2 часа. Да, 70 пунктов за 2 часа, класс. Идем дальше. Причем, еще раз обращаю внимание, у нас был идеальный тест R2. И посмотрите, как мы отвалились уже на 270 пунктов в моменте прям. Очень важны эти уровни. Я рекомендую вам использовать их в своем трейдинге, в своей торговле. Идем к NASDAQ. Здесь, в принципе, ничего такого прям сверх не было. У нас был первый buy сигнал здесь. Мы взяли скальп 20 пунктов. Да, и вышли по трейлингу плюс, там, ну, округлим 5, 25. Потом у нас был sell здесь же. И вот только что мы забрали еще деньги. У нас был sell. Мы первую позицию закрыли в нуле. И вторую закрыли 35 пунктов. Да, итого 35 плюс 20 это 55 пунктов. Там мы сделали 70 плюс 55. 1200 пунктов по NASDAQ и по WTI. И золото. Sell здесь 350, 35. Да, и здесь 65 где-то пунктов. Ну, 70 пунктов округляем. Да, итого здесь 100, да, суммарно. Да, итого мы сделали 2200 пунктов. Да, если мы торгуем объем в один лот, это $2200 за 2 часа, имея 100%, да, при 100% вероятности отработок, причем в комбинации. Да, некоторые сигналы торговали роботы, трендовые сигналы. Некоторые сигналы, в частности, контртрендовые по NASDAQ, торговал я сам вручную. Ну, конечно, основную массу профитов принесли роботы и сигнал ротации бар. Короче, если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу и наблюдать эти сделки каждый день в реальном времени, участвовать в них, то ссылка, как обычно, под этим видео. Ставьте лайк, если оно было интересным и полезным. И до встречи на будущих онлайн-торгах в закрытом чате. Пока.